Этот вид рушит все представления о грызунах. В отличие от своих родственников, семенам растений он предпочитает свежее мясо, и абсолютно неважно, кто на его пути. Без лишних сомнений атакуются скорпионы, ядовитые змеи и даже себе подобные. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – маленький, но чрезвычайно свирепый скорпионовый хомячок. Кузнечиковый или скорпионовый хомячок – типичный житель засушливых регионов Северной Америки. При длине тела около 10 сантиметров внешне он напоминает обычных мышевидных грызунов, но его поведение в корне отличается. В то время как соразмерным грызунам для полноценной жизни хватает небольшого клочка земли, кузнечиковый хомячок патрулирует владения площадью около 2 гектаров, что необычайно много для такого миниатюрного создания. Все потому, что в пустынных землях не так просто добыть пропитание, но эти животные нашли способ, чтобы не остаться голодными. При поиске добычи хомячок полагается на развитое обоняние, но его слух ничуть не хуже, поэтому даже под покровом ночи ближайшим соседям не остаться незамеченными. При обнаружении такая цель моментально разрывается на части и поглощается целиком. Желудок этих охотников без проблем справляется даже с прочной хитиновой броней, а запасы воды они целиком черпают из своих жертв. Активный образ жизни вынуждает хомячка постоянно искать добычу. Чтобы быть в форме, его ежедневное меню должно быть приближено к собственному весу. Как следует из названия, кузнечики являются приоритетной мишенью. Но одними насекомыми набрать норму не так просто, поэтому внимание охотника привлекают куда более опасные создания. Нападениям подвергаются даже ядовитые змеи, тонкая кожа которых с легкостью пробивается невероятно острыми, растущими всю жизнь зубами. Одно дело сражаться со слабо защищенным соперником, но другое – выступить против закованного в доспехи скорпиона, который не терпит наглость соседей и пускает в ход мощные клешни и ядовитое жало. Кузнечиковые хомячки необычные тем, что могут жить и даже охотиться вместе, и кажется, такие сложности лишь подогревают интерес грызунов. Поначалу складывается ощущение, что действенная защита возымела эффект, но эти создания уже готовы к новой атаке. Обладая численным преимуществом, они загоняют противника в угол, пока, наконец, не приходит время для решительного нападения. Осыпаемый градом уколов, этот охотник все же находит уязвимое место. Почему же после столь яростного отпора он не отступает? В ходе эволюции сенсорные нейроны хомячка стали блокировать сигналы боли, а соседство с ядовитыми животными позволило выработать определенный иммунитет к токсинам. Поэтому смертельные уколы воспринимаются хомячком совсем иначе и лишь подталкивают голодного грызуна быстрее завершить начатое. Однако глаза охотника все еще не защищены, поэтому, чтобы не потерять зрение, он привык сражаться вслепую, вполне успешно ориентируясь с помощью многочисленных усов. Местные гигантские скалопендры – ядовитые и не менее опасные создания, в рацион которых входят даже мелкие млекопитающие. Этому кенгуровому прыгуну не повезло, но скорпионовый хомячок словно ищет наиболее сложную мишень. Быстро закончить поединок не так просто, ведь охотнику нужно постоянно уворачиваться от ядовитых клыков и тщательно выбирать момент для атаки. К тому же защита скалопендры не хуже, чем у скорпиона. Ловко избегая острых шипов, грызун обходит противника сзади и прокусывает прочный экзоскелет, повреждая нервную систему. Теперь обездвиженную мишень ждет печальная участь. Кажется, любое схожее по размерам существо обречено, но тысячи волосков тарантула – очень эффективное средство против посторонних. Распыляемые в воздух, они забиваются в глаза и нос, моментально отбивая аппетит даже столь бесстрашному скитальцу. Тем не менее, особо отчаянных не смущает даже это. Несмотря на раздражение, хомячок успешно справляется с ядовитым противником.
В голодные времена хомячки питаются и растительной пищей, которую успешно поедают из запасов обитающих по соседству грызунов. Но в целом их рацион на 90% состоит из животной пищи, даже если речь идет о жуках с защитой из дурно пахнущей жидкости. Дабы избежать неприятных последствий, хомячок предусмотрительно втыкает жертву задней частью в песок, чтобы та не успела применить химическую атаку, после чего преспокойно приступает к трапезе. При этом свирепый грызун способен нападать на добычу, втрое превышающую его в размерах. Кузнечиковый хомячок получил звание не только плотоядного, но и каннибала. Случайному прохожему чудом удалось унести ноги. Агрессивный самец не стал устраивать погоню, ведь сейчас его главной миссией является защита убежища, где скрывается многочисленное потомство. В другой ситуации итог мог быть совершенно иным. Словно кошка, хомяк подкрадывается к ничего не подозревающей жертве и набрасывается на нее сзади, пытаясь усмирить прицельным укусом в шею. Удивительно, что отец принимает активное участие в семейной жизни, что совершенно не свойственно большинству грызунов. К тому же он регулярно отмечает свои владения громогласным писком, предупреждая о последствиях нарушения границы. Дополнительно территория помечается мускусным запахом, совсем как у представителей семейства куньих. При этом любого незваного гостя ждет самое суровое наказание. Словно львята, с первых недель жизни малыши яростно ссорятся из-за добычи, и в голодные времена выжить суждено лишь сильнейшим. Тем не менее, даже агрессивный нрав не помогает этим животным избегать печальной участи, ведь из-за своего размера они становятся лакомой добычей сов, лис, койотов и других местных хищников. Но хомячка нельзя назвать доступной мишенью, ведь его реакция молниеносна, и порой даже самые быстрые атаки не успевают поразить столь ловкую цель. К тому же эти животные – искусные землекопы, и разветвленная сеть тоннелей становится лучшей защитой. Конечно, змеи с легкостью проникают в надежное убежище, но даже загнанный в угол хомячок не станет легкой добычей. Несмотря на суровые условия и обилие вечно голодных хищников, высокая плодовитость, свирепый нрав и умение справляться с опасными созданиями помогли скорпионовым хомячкам прочно занять свою нишу, и сегодня их благополучию ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!